Что такое перхоть, знает практически каждый. Давайте сегодня попытаемся разобраться в причинах ее возникновения и узнаем самые эффективные способы борьбы с ней. Здравствуйте, мои хорошие! С приходом осенне-зимнего периода и наступления холодов в нашу жизнь возвращается довольно неприятная проблема, именуемая перхотью. Этот недуг можно назвать не просто косметическим дефектом, который вносит дискомфорт в повседневную жизнь, но и одним из первых звоночков, сигнализирующих о наличии достаточно серьезных изменений в работе организма. Так сложилось, что в народе слово «перхоть» объединяет сразу несколько состояний, детальное рассмотрение которых займет достаточно большой промежуток времени. Тем не менее, не зная причин, лежащих в основе образования перхоти, очень сложно выбрать правильный метод лечения. Поэтому, прежде чем приступить к обсуждению лечения, давайте постараемся понять, как и почему появляется перхоть. Наша кожа обладает удивительной функцией самоочищения и самообновления. Ежедневно с ее поверхностного слоя отшелушивается около 1 миллиона прозрачных омертвевших клеток. Этот процесс идет безостановочно. Старые клетки отмирают, новые образуются. В тот момент, когда по каким-либо причинам происходит сбой в работе этой отлаженной системы и отшелушивание становится чрезмерным, а цвет отмерших клеток приобретает белую окраску, можно уверенно говорить о возникновении перхоти. Провоцирующим фактором в развитии этого заболевания выступает живущий на коже большинства людей грибок Птероспорум овale. Конечно, если перхоть не является симптомом более серьезных недугов, например, псориаза. Резкое усиление работы сальных желез дает толчок к значительному росту количества этого грибка на коже головы, что в свою очередь вызывает раздражение и преждевременное отмирание клеток с ее поверхностного слоя. Эти мертвые клетки, склеиваемые жиром, образуют белые хлопья, которые вы видите у себя в волосах или на одежде. Причин гиперактивной работы сальных желез может быть множество. Стрессовые ситуации, нечастое мытье головы, некачественные средства по уходу за волосами, шампуни, укладочные средства, краски для волос, плохое качество воды, частая сушка волос феном, прием антибактериальных препаратов, дефицит витаминов, обострение хронических заболеваний. Но, пожалуй, основными источниками появления перхоти следует все-таки считать нарушения в работе эндокринной, иммунной и гормональной систем. В зависимости от причин, вызывающих перхоть, и тяжести протекающих процессов в сальных железах, перхоть может принимать вид как белых или сероватых сухих чешуек – сухая перхоть, так и слипающихся желтоватых чешуек – жирная перхоть. Самостоятельно отличить эти виды перхоти друг от друга достаточно легко. Через 3-4 дня после мытья головы промокните в проборе волос кожу бумажной салфеткой. В случае, если на салфетке появятся жирные пятна, то перхоть жирная. Если нет, сухая. Переходя непосредственно к разговору о лечении перхоти, сразу оговорюсь, чтобы достичь положительных результатов в борьбе с ней, не перебирая при этом множество средств народной и традиционной медицины, необходимо точно установить причину, ее вызывающую. С этим вам могут помочь врачи-дерматолог и трихолог, которые после визуального осмотра и проведения ряда медицинских анализов поставят точный диагноз и подберут наиболее оптимальный план лечения. Самым первым условием, которого следует придерживаться вставшим на борьбу с перхотью, конечно же, является нормализация образа жизни. Откажитесь от любых вредных привычек. Правильно питайтесь. Ограничьте потребление жирных, соленых, острых и сладких блюд. Принимайте поливитаминные комплексы, в состав которых входят витамины групп В, С, А, Д, Е, ПП и микроэлементы кальций, медь и цинк. Занимайтесь спортом. По возможности избегайте стрессов. Высыпайтесь. Выпивайте не менее 2 литров воды в сутки. Вовремя мойте волосы.
Как можно реже используйте для сушки и укладки волос фен и средства косметической промышленности. Местное лечение перхоти основывается на 3 основных принципах: препятствие размножения грибка Птероспорум овале, снижение скорости образования новых клеток поверхностного слоя кожи и удаление непосредственно самой перхоти. Кроме медицинских препаратов, которые вам назначит ваш лечащий врач, хорошо помогут справиться с этими задачами лечебные шампуни. На данный момент существует 9 основных видов шампуней, отличающихся основным действующим веществом, входящим в их состав. Дегтярные шампуни, активным компонентом которых выступает деготь. Псарилом и фридерм деготь. Замедляют рост и предотвращают отмирание клеток поверхностного слоя кожи. Шампуни, содержащие цинк-перитион, например, Head and Shoulders. Данные шампуни обладают противогрибковым и антибактериальным действием. Шампуни с содержанием сульфида селена, такие как Виши и Дандрекс. Данный вид шампуней замедляет скорость обновления клеток кожи и значительно снижает активность грибка Птероспорум овале. Шампуни, содержащие салициловую кислоту, Клоран и Herbal Essences, отлично удаляют с головы омертвевшие клетки, действуя по принципу скраба. Шампуни, содержащие кетоконазол, сибазон, перхотал или низорал, обладают выраженным противогрибковым действием. Шампуни, в состав которых входит бифоназол, к примеру, бифон, имеют сходное с кетоконазолом действие, но дольше остаются на коже головы. Циклопирокс, содержащие шампуни, например, Себипрокс. Действующее вещество с шампуня отлично проникает в поверхностные слои кожи и оказывает подавляющее действие на грибки. Шампуни, имеющие в своем составе клотримазол, также обладают выраженным противогрибковым действием. И шампуни, основным действующим веществом которых выступает ихтиол, оказывают местное обезболивающее и противовоспалительное действие. Если говорить о растительных компонентах, входящих в состав шампуней, то наиболее полезны для кожи головы крапива, ромашка, лопух, шалфей и розмарин. Подобрав подходящий шампунь, мойте им волосы ежедневно на протяжении последующих 2 недель, вплоть до момента исчезновения перхоти. Сопровождайте нанесение шампуня массирующими движениями пальцев. Целесообразно сразу не смывать шампунь, а подождать 5-10 минут, что даст возможность активным веществам впитаться в кожу головы. После этого смойте шампунь теплой проточной водой. Если же после 2 недель ежедневного использования шампуня избавление от перхоти не наступило, то его следует заменить на шампунь из другой группы. На вооружении народной медицины также есть несколько достаточно действенных рецептов, которые в содружестве с основным лечением могут помочь избавиться от перхоти. Одним из таких средств является репейное масло, которое втирается в кожу головы за час до мытья. Повторяется данная процедура 2-3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев. Замечательным помощником в борьбе с перхотью может стать обыкновенная морская соль. С лечебной целью 1 столовую ложку соли разводят в пол-литре воды и наносят на волосы за 10 минут до мытья головы. Также можно использовать любые традиционные кисломолочные продукты, которыми следует густо покрыть всю поверхность волос, сопровождая процедуру легким массажем за 30 минут до водных процедур. Отвар крапивы, приготовленный за сутки до применения, путем заваривания 1 столовой ложки сухой измельченной крапивы стаканом кипятка, может оказать неоценимую помощь в процессе лечения. Процеженный раствор втирают в кожу головы 2 раза в неделю на протяжении 2 месяцев. Само собой, говоря о методах лечения, нельзя не упомянуть и о таком мощном наборе средств в борьбе с перхотью, как физиотерапия. Сюда относят классический массаж головы, криотерапию, а именно массаж жидким азотом, фитотерапию, озонотерапию,
Дорсонвализацию кожи волосистой части головы с помощью специального гребешкового электрода и ультрафиолетовое облучение. После одержания победы над перхотью, дабы предотвратить ее рецидив, существует несколько простых правил. Никогда не пользуйтесь чужими головными уборами и средствами гигиены, такими как расческа и фен. Постоянно поддерживайте чистоту волос. После принятия душа не держите слишком долго волосы мокрыми. Если вы пользуетесь профилактическими шампунями, применяйте их не чаще 1 раза в 2 недели. Полностью откажитесь от любых манипуляций с волосами, которые связаны с агрессивным воздействием химических веществ. Избегайте стрессов. Продолжайте придерживаться правил рационального и сбалансированного питания. Не лишним будет во время мытья волос периодически втирать в кожу головы касторовое масло, а также промывать волосы 1-2 раза в месяц отваром лопуха или крапивы. В завершении выпуска позволю себе повториться. Самостоятельный подбор эффективных, в отдельно взятом случае, средств борьбы с перхотью может затянуться на довольно долгий срок. А по этой причине я все же настоятельно рекомендую при возникновении перхоти обратиться за профессиональной медицинской консультацией. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в сообщество ВКонтакте. Здоровья вам!